друзья, с вами по-прежнему Татьяна, Алексей, заместно-оператора, и канал «Мы в Испании». И мы, как вы понимаете, в Испании находимся. И, как вы могли догадаться из названия сегодняшнего нашего ролика, мы, знаете, хотели о чем вам рассказать? Мы хотели вот чем поделиться. Когда мы переехали сюда, в Испанию, 3 года назад, мы, значит, вначале были в радости и в удовольствии. Например, это была кайфушка, мы ели много местных продуктов, хамон, всякие сырочки, колбаски и так далее, креветочки. Но иногда нам очень хотелось поесть какую-то свою родную еду. В нашем случае это российскую еду. Может быть, какие-то там селедку под шубой сделать, русский салат, сало, всякие гречки, манки. Ничего с собой мы, конечно, из Питера не возили. Мы знали, что здесь есть русскоговорящие магазины, русские, украинские. Вот, в частности, мы сегодня приехали в Тривьеху. В Тривьехе есть такие магазины, друзья, причем их много, я рекламировать их не буду, можно их всегда загуглить и найти. Да, в Ариэло Коста у нас даже есть польские магазины. В одном из них мы были, мы познакомились с хозяином этого магазина. Ой, так птицы поют. Я говорю. Алексей, покажи вот то дерево. Смотрите, как птички поют на закате. Это закат у нас сейчас, вечер, и поют птицы. Такая вот хорошая у нас погодка, немножко лирическое отступление. Просто есть польский магазин, мы в нем, кстати, были. Но я думаю, что он не один на самом деле, но мы были в одном магазине, краковские колбаски там есть вкусные. Также вафельки, и хозяин вот по нашей просьбе, даже по нашему заказу привозил из Польши вафельки вкусные. Ну, а сегодня мы хотим еще показать вам магазин большой крупной сети Carrefour, французский магазин Carrefour. Мы сюда придем сегодня, сходим вместе с вами и покажем вам отдел, где продаются международные продукты. Кстати говоря, не только российские, там есть финские наши любимые, всякие шведские, американские, английские. Я предлагаю пройти, посмотреть. Это в разделе российских, можно сказать. Ну, там вот, да? Они отдельно? В общем, я предлагаю, друзья, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Пойдемте с нами в магазинчик, мы вам покажем. И, наверное, это будет интересно не тем, кто здесь живет, потому что я думаю, что те, кто живут, все знают прекрасно и без нас, а тем, кто здесь еще не живет, но очень часто задает вопрос: везете вы с собой в чемодане что-то, гречку какую-то, например, или что вы там едите из нашей привычной еды, где это можно купить и сколько это стоит. Так что вот рекомендую пройти вам вместе с нами и посмотреть. Пойдемте. Итак, друзья, в Карфуре у нас есть отдел, который именуется как Руссо, то здесь продукты. И обратите внимание, что здесь есть любимые нами когда-то рижские шпроты. Это из Вильнюса. Из Вильнюса, вильнюсские, а вот рижские. В отделе Руссо. И мы покупали их, кстати, помнишь, мы покупали их? Очень вкусненько, на черном хлебушке с лучком, как раньше, как в добрые советские времена. Бутики рижские, они стоят евро 63. Вкусные рижские шпроточки. Есть вильнюсские, 4,15 стоят. Кому горлышко полоскать или что-то печь, сода, евро 55 есть. Ну-ка, Алексей, продемонстрируй свою радость как-нибудь, что ты пряники здесь выбираешь. Нет, кстати, Латвия производит. Ну-ка, Латвия, да? Или Литва? Не знаю, посмотрим, 47. потом почитаем. Евро 78. Пряники ореховые, пряники шоколадные. Видите, вот, то есть без пряников мы здесь не останемся, реально. Самое интересное, даже есть икра кабачковая. Заморская. Ты рад? Очень. Вот. Что здесь еще есть? Гречневая крупа. Правда, из Германии. Слушайте, а гречка вот, правда, осталась... Нет, там дальше есть, в румынском разделе. Там, где румынские товары, там тоже гречка есть. И вот здесь гречка есть. Каша гречневая. А чья она у нас? Для любителей семки. Семечки стоят 2,45. Давай будем упорядоченно показывать. 2,45.
стоят семечки. Республика Откуда Беларусь. они приехали? Из Белоруссии. Гречневая тоже крупа, она у нас чья? Сушки есть, 2,58. Что здесь есть еще? Кстати говоря, нарзан есть. Я в прошлый раз обратила внимание, евро 49. Боржоми. Боржомчику можно попить. Бутылочка боржома евро 49. Крупа манная 2,95. Так что с собой, в принципе, это дороже, чем в России, конечно. Крупа, кстати, из Малаги. Из Малаги, да. Но с собой можно не нести. И даже вот такие, видите, шармель, зефир в шоколаде. 4,35, насколько я поняла, да. 4,35. Вот так, друзья, вот такой отдел есть в магазине Carrefour. Так что, кто совсем соскучится, может сюда заходить и покупайте. Гречку можно с собой не тащить. Они просто разложили, что это из Германии. Греча, да, вот, пожалуйста, у нас есть. И в пакетиках тоже увелка гречневая крупа, которую я покупала в Питере. В пакетиках 4,45. Безумно дорого, 5 пакетиков по 80 грамм. Но, тем не менее, если очень хочется, то купить можно. Ой, гречи здесь все завалено. 3,95, 4,45. Самое интересное, наша снатка, да? Чатка, Камчатка, да? Камчатка, Снатка. от слова Камчатка, да. От слова Камчатка все теперь уже знают. Чатка. А где она сделана? В этой, наверное. 46, да. Тихий океан, ищу. В общем, есть. Во всяком случае, 7 евро 19 центов. Да, по-моему, и в Меркадоне они тоже, кстати говоря, есть. Вот так вот, друзья, видите, огурчики есть. 3,90. 3,90 есть огурчики. Слушайте, По-нежески, почти. Так что вот, друзья, один из вариантов – это магазин Carrefour французской сети. Здесь есть продукты разные, то есть международный отдел такой. Они есть совершенно разные. Есть, видите, румынские, английские, финские, немецкие, французские, разные. Где здесь финские? Тоже приятно. Мы финские огурчики покупали здесь. И в том числе наши русские продукты, пожалуйста. Вот целый стеллажик такой. Можете купить все, что захотите. То есть здесь не соскучишься без пряников, без манки, без гречки, без боржоми или без рижских шпроток. И даже соду можно купить.